Оказывается, в мире существует огромное количество интересных, странных и немыслимых профессий, которые люди действительно выбирают в качестве дела всей жизни. Тримедатор. В эпоху молодости наших родителей и бабушек-дедушек тоже была такая профессия, только была она, конечно же, неофициальной и называлась просто стояльщик в очереди. Чаще всего в советскую эпоху, когда некоторые продукты и вещи было сложно достать, в очередях за ними стояли дети вместо другого человека, чтобы немного подзаработать. Интересно, что в Англии профессия тримедатора очень популярна до сих пор. Такого специалиста нанимают, чтобы он вместо своего клиента стоял длительные очереди во время распродаж. Зарплата у стояльщика немаленькая, около $40 в час. Утрамбовщик пассажиров. По-другому эту профессию называют оси, а специалистов из этой области вы встретите только в двух городах: Мадрид и Токио. Задача утрамбовщика — затолкнуть людей в поезд или метро в час пик, когда пассажиров настолько много, что самостоятельно они уже не помещаются в транспорт. На такую специальность обычно устраиваются молодые студенты в качестве подработки. Сырный слушатель. Нанимают такого профессионала для определенного сорта сыра пармезана. Все дело в том, что пармезан зреет очень долго, а его готовность можно определить только по звуку. Сырный слушатель ударяет по головке сыра серебряным молоточком. Если звук громкий и четкий, значит, сыр созрел и его можно отправлять на магазинные полки. Тестировщик водных горок. Компании, создающие водные горки, нанимают специальных людей, которые проверяют конструкции на удобство и безопасность. А профессия не такая уж и легкая и безобидная, как кажется. Важно проверить каждую мелочь, чтобы никто из отдыхающих в дальнейшем не получил травмы. Переворачиватель пингвинов. Они делают хоть и забавную, но нужную работу, ставят на ноги пингвинов, когда те падают на спину, засмотревшись на самолет в небе. Если не перевернуть пингвина, он сам этого сделать не сможет. Не будь специалистов по переворачиванию, немало пингвинов бы просто умерло от голода. Клакер. Проще говоря, наемный зритель. Он нужен для того, чтобы в подходящий момент хлопать выступающим на сцене. На больших премьерах или представлениях клакеров рассаживают на определенных местах по всему залу. Они начинают хлопать в нужный момент, а остальные зрители повторяют за ними. Работник для наказаний. В некоторых компаниях, которые очень дорожат репутацией, есть в штате такой человек. Когда клиент чем-то недоволен и требует наказать провинившегося сотрудника, директор вызывает специального работника и начинает отчитывать его перед клиентом. По окончанию нотации босс заявляет бедолаге, что тот уволен, и отправляет вон. Клиент доволен и сохраняет лояльность к организации, а уволенный сотрудник продолжает ждать следующего нагоняя от руководителя. Дегустатор дыхания. Задача дегустатора дыхания — проверить эффективность жевательной резинки на разных людях. У кого-то из подопытных больные зубы, кто-то наелся чеснока, а кто-то выпил спиртного. Жвачка должна заглушить все неприятные запахи, а дегустатор дыхания в этом удостоверится. Нюхатель подмышек. Профессия очень похожа на дегустатора дыхания, только здесь нюхать нужно подмышки. Да, это противно и мерзко, но специалисту важно определить, как хорошо дезодорант ликвидирует запах пота. Никакая машина не способна это выявить, только чуткий человеческий нос. Специалист по определению пола цыплят. Не всегда есть время на то, чтобы подождать и понять, курочка или петушок перед вами. Поэтому существуют профессионалы, которые умеют определять пол цыплят, когда те ее совсем маленькие. Глаз у этих людей уже наметан, поэтому петушка от курочки они отличают без проблем. Щекотальщик пяток. Профессия существовала во времена Древней Персии, когда цари жили в роскоши, ни в чем себе не отказывали и нередко страдали от безделья. Щекотальщик пяток был нужен, чтобы щекотать перьями пятки господ, тем самым провоцируя их смех. Царям было очень важно, чтобы в их дворцах все время звучал заливистый смех, поэтому и нанимали щекотальщика. Потиральщик. Древние короли были с очень диковинными замашками. И считалось, что его величество не могло дотрагиваться до своей пятой точки, якобы это было неприлично и вообще фу. Поэтому для этой цели существовали потиральщики. Кстати, профессия была востребованной и почетной. Можно было получить повышение до генерала-потиральщика, уборщик рвоты. Этот британец по имени Рис Оуэн работает на очень странной должности, он убирает рвоту в парке аттракционов, а именно возле американских горок. Парень признается, что профессия ему нравится, хоть она многим и кажется мерзкой. Во-первых, ему неплохо платят. Во-вторых, он может бесплатно кататься на любых аттракционах в выходные дни или даже во время обеденного перерыва. Сыщик собак. Нет, этот специалист не ищет потерявшихся четвероногих. Он работает на налоговую службу Швеции. А происходит это так. Налоговая служба на ту или иную улицу Стокгольма посылает Эльфриду Карлсон женщину, которая умеет не только лаять на разные лады, но и с высокой точностью определять породу собаки по лаю.
А дело в том, что в этой стране действует налог на собак, вот только не все хозяева хотят его платить. Тогда сыщик собак выходит на улицу и начинает лаять. Собаки откликаются на лай, а Эльфрида записывает, из каких домов ей донесся ответ. Позже она проверяет, платит ли хозяин этого дома налог на своего пса или нет. Выниматель мозга. Этот человек трудится на скотобойнях и тщательно следит за тем, чтобы мозг животного был изъят очень аккуратно. Потом этот орган в первозданном виде отправляют в рестораны. Затейник-развлекатель. Нет, это не клоун и не аниматор для ваших детей. Затейник-развлекатель работает вместе с теми, кто крутит сигары. А чтобы изделия были качественными, затейник должен все время шутить и веселить крутильщиков, чтобы те создавали первоклассные сигары и всегда были в хорошем настроении. Продавец слез. Эти люди пользуются спросом во время похорон в Азии. Дело в том, что азиаты люди сдержанные, и ручьи слез во время похорон не приветствуются. Тогда родственники усопшего нанимают специального человека, который будет плакать. У плакальщика есть несколько услуг от обычного плача до настоящей истерии с паданием на колени и битьем себя в грудь. Продавец слез должен отлично знать местные традиции, обладать завидными актерскими качествами, начинать реветь на раз-два и быстро успокаиваться. Ныряльщик за мячами для гольфа. Зачем богатому белоручке лезть в водоем, куда угодил его мяч, если на подхвате всегда есть специальный дайвер, который может в 2 счета отыскать потерю на дне? Иногда ныряльщики находят забытые принадлежности для гольфа и сдают их в комиссионки, отчего имеют неплохой дополнительный доход. Наемный родственник. У вас намечается торжество, свадьба или день рождения, а родственников либо нет, либо вы с ними в ссоре. Не беда, наймите подставного родственника, который будет не только присутствовать на празднике, но и искренне за вас радоваться. Такая услуга официально появилась в Китае совсем недавно, но на самом деле она распространена по всему миру уже очень давно. Сочинитель предсказаний для печенек. Удивительно, но есть люди, которым платят за то, что они придумывают самые разные предсказания для печенек. Такие специалисты должны искать вдохновение буквально в мелочах и стараться делать свои предсказания максимально разными и интересными. Специалист по безопасности кокосовых пальм. Чтобы райское наслаждение не закончилось черепно-мозговой травмой, существует специальный человек, который ездит по пляжам и собирает с пальм кокосы. Если этого не делать, то однажды какой-нибудь увесистый кокос решит приземлиться на голову туристу. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. А также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.